Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo. Это канал о вязании. Сегодня третья часть видео про джемпер регланом снизу. В первых двух частях я показывала, как делаю расчеты, оформляю край полотен и как делаю прибавки на рукавах. Сегодня я покажу, как делаю убавки в регланных линиях. Итак, первый соединительный ряд лицевыми петлями, все 328 петель, я провязала полностью. И также я повесила маркеры. Маркер фиолетового цвета обозначает начало и конец ряда. И этот же маркер обозначает середину первой регланной линии. Она находится с правой стороны на спинке. Остальные три маркера зеленым цветом, они обозначают середину трех остальных регланных линий. Все четыре маркера находятся на стыке основного полотна и рукавов. Сейчас я вам покажу, как делаю убавки в регланных линиях этого джемпера. Напомню, убавки я буду делать в каждом втором ряду. Убавки я буду делать с левой и с правой стороны от маркера. С левой стороны я буду провязывать по 2 петли вместе с наклоном вправо, а с правой стороны от маркера по 2 петли вместе с наклоном влево. И сейчас я вам покажу, каким образом будет выглядеть регланная линия в моем изделии и как я буду провязывать по 2 петли вместе. Мы находимся сейчас в начале ряда. В начале ряда 2 петли вместе провяжу с наклоном вправо, так как эта часть регланной линии расположена слева от маркера. А в конце этого ряда перед маркером 2 петли будут провязаны с наклоном влево, так как эти петли расположены справа от маркера. Итак, начинаем формировать первую регланную линию. Первую петлю после маркера я провязываю лицевой. Вторую петлю после маркера изнаночной. Следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. То есть я ввожу спицу сначала во вторую петлю, затем в первую и провязываю их вместе лицевой. Дальше вяжу до следующей регланной линии лицевыми петлями. Я не довязала до второго маркера 4 петли. Начинаю делать убавку с правой стороны от маркера. Перед тем, как провязать 2 петли вместе, я их разворачиваю так, чтобы они не оказались скрещенными при провязывании. Провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Следующую петлю провязываю изнаночной и петлю, которая возле маркера, лицевой. Перемещаю маркер на правую спицу. После маркера петлю провязываю лицевой. Следующую петлю изнаночной. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше вяжу лицевыми петлями до следующего маркера. До третьего маркера я не довязала 4 петли. Делаю убавку. Сначала я разворачиваю 2 петли. Затем провязываю их вместе с наклоном влево. После этого следующую петлю я провязываю изнаночной. И петлю, которая расположена возле самого маркера, лицевой. Перемещаю маркер на правую спицу. Петлю, которая возле маркера, провязываю лицевой. Следующую петлю изнаночной.
и следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжу дальше лицевыми петлями до следующего маркера. До 4 маркера остается 4 петли. Первые 2 петли из этих 4 мы провяжем вместе с наклоном влево, предварительно развернув их на спице, чтобы они не получились скрещенными при провязывании. Следующую петлю провязываю изнаночной и ту петлю, которая возле маркера, лицевой. Перемещаю маркер на правую спицу. Петлю, которая идет сразу за маркером, провязываю лицевой. Следующую петлю изнаночной. И следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше вяжу все петли лицевыми до первого маркера. Я провязала почти до конца ряда. До первого маркера осталось 4 петли. С левой стороны маркера мы уже делали убавку. Это было в начале ряда. А с правой стороны первого маркера мы будем делать убавку сейчас, то есть в конце ряда. Первые 2 петли из этих 4, которые остались перед маркером, разворачиваю и провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Следующую петлю провязываю изнаночной и петлю, которая возле маркера, лицевой. Довязала до конца ряда. Это был ряд с убавками. Следующий ряд провязываю без убавок по рисунку. То есть лицевые петли вяжу лицевыми, а изнаночные петли изнаночными. Таким образом, чередуя ряд с убавками и ряд без убавок, вяжу 14 сантиметров или 42 ряда, согласно моим расчетам по моей плотности. Затем начну формировать горловину.